Ну что, друзья, пришли мы на рынок. Давайте посмотрим. 1 февраля. Мерсен Эрдемли. Что тут продают и почем. Сегодня у нас вторничный рынок. Вот с такой естественной плесенью сыры продается. Цены нету, да. Такой не люблю. Я тоже. Ради интереса спросить. Бупейнин не когда? Ирмебиш? Я не поняла. Кырбеш, анладом. 45 лир. Умножаем на 6, 6 и 4, 24, 250. 250 рублей примерно. Что? 45 лир. Что? Чеснок. Что? Ну, этот, плесневый сыр. Кабачки бесценные. Бананы тоже свекла вот здесь крупные сделали. Это право. Это право. Что-то цены перестали писать, да? Ну да. Спанак некогда? 7 лира. Вот такой вот свежайший шпинат, 7 лир за килограмм. Цены, они... Да, здесь вкусненько. Где кинза? Это не кинза. Кинза, петрушка. Петрушка. Ну, 6. 50, картошка 4. Подорожала. Они нормально за 5. А совсем нормально за 6, да. 7 лир вот такие кабачки. Вот перец болгарский. 15 лир болгарский перец. 5 лир редиска. Все умножайте на 6 и узнаете, сколько это в рублях. 28 за килограмм авокадо. 23 шампиньончики. Хурма 9. 9,6. Медовая написано. 54 рубля. Бал. Так, вот это какие-то непонятные луковички. 10 лир бананы, 60 рублей бананы. Но опять-таки это грубо. Потому что сейчас курс где-то 5,85. Вот, вещи нам не особо интересны. Лук парей. Ого. Тоже бесценный, да. 13 лир помидоры на веточке. 17 лир. По 25 грибы. Но сегодня не самый лучший рынок. Четверг. 9G. 13. Айва, что ли? Я не пойму, что так. Когда груша такая просто. 12. Да. Вот айва, вот айва. Десятка айва. А вот там рецепты грибы. Те беленькие по 25, а эти по 20. Серенькие, ага. Надо серенькие? Не надо. Киревиз 7 лир, это сельдерей. Взвешивают все вместе с ботвой. Ну да. Шпанат по 9 9. лир шпанат. Смотрите, какие теплые штанишки. Ну, тоненькие. Так, смотри, какие грибы. Вешенки. Вешенки 35 лир. Элма 7. 7 лир. Тане малюсенькие, брокколи по 5. 4 грейпфруты. Мандарины тут дешевые, мы не знаем. 5 лир картошка. 3 лиры лук. Ну так. Все дорого, да, стало? Здесь что, листья салата, магданос, шпинат. Капуста там посмотрим на машинах. Ну, вообще круг. Прилавок со специями. Орешки здесь можно прикупить, семечки, арахис, тыквенные семечки, сухофрукты. Вот это интересно, что такое. Что это такое, Леш? На кишмиш не похоже. Слишком. Непонятно. Вообще ничего не понятно. И вот это тоже как будто чернослив. Ну, какой-то для чернослива мелкий, да? Ну, он разу бывает чернослив. Из спанака много появилось, да? Опять шпинат. Шпинат от 7 до 9 лир. Вот красивые кабачочки. Баклажанчики красивые. Патлажан не когда? Патлажан. Отус? Баклажаны 30 лир. Это что на 6? 180 рублей. Но они прям идеальные. Конечно, я не готова за 30 лир покупать.
Перец по 15. Мы лучше дождемся лета и будем по лире по 2 покупать, да? Да. Чем за 30. Но, тем не менее... По пятерке маленькие яблоки такие. Хороших яблок. Ага. Нормально. Вообще что-то этот рынок, да, не это самое. Гостиницах продают, но стоят что никакие. Мужчина вообще босой, смотри. Что? В сланцах босиком. Саксанбеш. 70 вот такой сыр тазе. Тазе сыр. Есть разные орешки. Что-то как-то идут люди, непонятно. 4 килограмма, 10 лир. Вот такие небольшие апельсинчики. Да. Вот такой суджук. Дана суджук. Это говяжий суджук, 75 лир. Мандарины с машины продают 4 килограмма за 10 лир. 1,25 домашние яйца стоят за штучку. Получается 12,50 за десяток. Если умножаем на 60, то получаем, в принципе, московскую цену. Плюс-минус. Мандаринчики, смотрите, какие. С веточками. 3 кило 10 лир. Апельсины 3 кило 10 лир. Неплохие яблоки. По пятере. Там такие же были, там даже крупнее немножко. Тоже по пятере. Ты же их тоже вроде обращала на них внимание. 7 лир груши. Опять домашние яйца. Такой пустоватенький рыночек. Пустоватенькие, ничего вообще привлекательного по ценам нет. Конечно, могут москвичи сказать, что вы, турчане, закушались маленько, потому что все-таки по 4 лиры салат. Лук порей. А, штучка, да? Килограмм. Килограмм? Лук порей 7 лир. Ух ты, здесь тетя продает. Капусты нету, да, на машинах? Ну, тут все дети, только двое продают капусту. Ага. Перец. И цветной мало стало. Укропчик. Что? Болгарский перец? Да? Зеленый перец. Зелени полным-полно. Продавцы, в принципе, одни и те же, что летом были. Вот, да, вот два постоянно. Ага. Видишь, помидорчики по 10 лир на ветке. 4 килограмма, 10 лир. Апельсины вот такие с веточками. Куча всякой этой хостоварно-игрушковой лабуды. Опять шпинат. Шпинат. Пошел, наверное. Этот, морковь, посмотри, сколько нет цена. Почем ты? Ага. Не написано? Как морковь? Алты? 6 лир. 6,6, 36 морковь. Но, блин, когда мы постоянно покупали за 4 лиры, то теперь за 6, конечно, нам не нравится. Да? Ну да, если походить здесь по пятерке тоже есть. Ну, просто почему я спросила, потому что крупная. Самосадки такие же, что там по 35. Шампиньончики, да? Это не шампиньоны, это эти, Белый гриб. которые вторые, как они, вешенки называются. Вот, смотри, груши какие. Огромные прям. Красивые груши такие, 7 лир. 7 лир тоже, да. Можно брать. Ну да. 15 лир. Это этот. Изюмчик. Изюмчик, интересно, он с косточками? Помнишь, мы тогда здесь брали с косточками? Кишмиш тоже. Кишмиш. А, вот мелкий. Да. Это тоже изюм мелкий, то, что мы смотрели. Ой, здесь сливки сусамки. Küçük 20 лира. Эти, арахис 20 лир. Пятнашка изюм. Новый сезон. Хурма это. Это этот, финики. Финики. Финики А называются что пишет хурма? Здесь называют хурма.
лукумы. У них есть такое, когда наступает этот Рамадан, праздник, да? Ага. Первое, что они кушают, это филики, называют его формой. А. Танная 10 лир, смотри, какая капуста. Много зелени, есть. Там этот ляльку не найдем внутри. Такая она. Нечищенная. Да. Точно. Танная 10 лир. Какие-то они мелкие, да, стали, Леш? Да. Вот разве что крупная. Нет, тоже мелкая. Мелкие. 4 лиры грейпфруты. 5 яблоки. Короче, ничего привлекательного что-то в этот раз. Ага. Смотри, какой подовый хлеб. Домашний как будто бы, да? Ой, жесткий, как кирпич. Жесткий, да? Угу. Так, что-то дядя мне мешает. 10, смотрите, какие кабачки. Такие сардинч наша любит. Милипюсенькие. Аджи. Острый перчик. Вот 10 тоже. Ага. Учтаны 5 лира. 3 таких салатика 5 лир. Маленькие, поэтому цена такая. Учтаны 5 лира. Тамам, все, кончился рынок. Кончился рынок. Вот и рынок прошел. Словно и не бывало. На самом деле вообще глаз ни на что не лег. Честно. Ну да. Вот рыбу здесь чистят, бросают в реку и за эту часть пытаются сливать. Ой, смотри, какие дорадки эти. Буюк дорада ne kadar? O 70 lira kilosu. 70 lira. Küçük? Küçük 45 lira. 45. 45 лир маленькие дорадки. Смотрите, какие прям детеныши, мальки. С пол ладошки. 45 лир, а большие 70 лир. Пойдем? Домой? Не знаю я. Вообще ни на что глаз не лег. Вообще, от слова совсем. Давай тогда выключай камеру, пойдем теперь покупать что-нибудь. Ну да, друзья, что-нибудь в любом потом случае что купим. купили. Ну да. Итак, друзья, не густо малоежки затарились. Обычно, конечно, мы намного больше покупаем, но тем не менее. Значит, смотрите, вот такая вот хорошая морковка везде на рынке по 6-7 лир. Мы нашли по 5 лир, там буквально остатки оставались, но все хорошие морковки я забрала. 5 лир. Сколько в итоге моркови у нас получилось? 3 кило моркови получилось, да. 3 кило моркови. Сколько килограмм на 10 лир дают? 3, да? 3 килограмма апельсинов на 10 лир. Вот такие вот аппетитные, классные, сладкие, крупные апельсинчики мы купили. 3 кило на 10 лир. Миш, не отвлекай, пожалуйста. Очень маленькие стали пучки этого петрушки делать. Просто совсем-совсем маленькие. Турки подходят, вот так трогают пучок и говорят: чок-кючук. Типа сильно маленькие. 1,5 лиры вот такой вот чок-кючук, малюсенький пучок петрушки. Я взяла 2 пучка в свою влажную мокрую тряпку положу, и мне надолго хватит, в принципе. Вот это вот роме, как салат называется, Леш? Романа? Романа, очень вкусный салат, сочный. И вообще ни малейшей горечи нет. Вот этот вот салатище в пакете, вот он один тут. Вот этот салатище 4 лиры. Чтобы узнать, сколько это в рублях, на 6 умножайте, 24 рубля салат. Перцы болгарские были очень-очень уставшие, но среди уставших я выбрала самые идеальные. Там были много вялых, но я выбрала прям идеальнейшие, ни малейшей вялости. Видите, идеальные вот такие хорошие перчики. Ну, разве что хвостик немножко не очень. Вот, везде перцы по 15 лир. Вот эти вот я повыбирала себе по 10 лир. Вот такие болгарские перчики у меня на килограммчик. Дети у нас обожают яблочки. Вот такие вот красивые, замечательные яблочки в количестве 5 килограмм купили для детей.
Уж больно понравились груши. Они вот такие крупные. 4 штучки взяли. Будут дети мыть, пополам делить и съедать. Очень аппетитные показались нам груши. 7 лир за килограмм. Ну и это, пожалуй, все, что мы купили на рынке. В итоге мы за вот эти все овощи и фрукты отдали 70, сейчас скажу точно, 75 лир. 75 лир умножаем на 6, 450 рублей. Ну, даже меньше, да? 420. Вот. Хлеб, Леш, почем? Стандартный, да, цена? Хлеб по стандартной цене 2,50 Леша взял. Свежий такой, классный. Прям только-только. И в Биме встретили еще соседку, Настену. Настена, если смотришь, привет тебе огромный. Смотрела я, что... Ну так, краем глаза, мы просто на кассе вместе были. Видела, что покупала Настена и что покупали мы. Корзина взрослых людей очень сильно отличается от корзины молодежи. Там такое количество киндер-пингви, киндер-яйцо, Никола, айсти, эти напитки всякие, мармеладки, шоколадки, батончики. Короче, полная корзина всякой вот такой вот. Из нормальной еды там были яйца и эти ножки. Я взяла окорочка такие, где нижняя и верхняя часть голени и бедрышки, да? А она взяла только голени. Вот это, собственно... и кусочек сыра маленький. Все. А мы взяли йогурт вот этот за... Давайте по чеку прям подряд пройдемся. Сюзме Дост, вот этот, брынза вот это 17,50 за полкилограмма. Вот такая вот коробочка брынзы, 17,50. Дальше йогурт 19,90, здесь 2,5 килограмма. Дети у нас кушают, мы взяли. Пилич. Сосиски мы взяли исключительно из тех соображений, что хотим снять мукбанг для вас. Пока нет, положи. Мукбанг для вас с хот-догами. Вот этот вот хлеб и сосиски взяли для того, чтобы хот-доги сделать. Значит, сосиски такие стоят за полкилограмма 14,90. Дальше 400 грамм семечек, по-моему. Чигидек, да. 10,90 семечки. Зачем взял Алексей, не знаю. В общем, взял. Да. Сэндвич 8,90. Вот эти вот. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штучек. 7 штучек 8,90. Дальше лаваш. Вот такой лаваш. Смотрите, какой он классный. Я хочу рецепт снять. У меня есть рецептик. Я сниму. Такой лаваш у нас стоит 840 грамм, 12,90. Вот. 12 штучек здесь таких. 12,90. Дальше пил. Инч-пил 7,50. Это что? Сосиски? Нет, сосиски были. Ладно, солями 900 граммовая 18,90. Вот такой вот колбаска куриная. Новый какой-то производитель вышел, недорогой. И вот эта колбаска 18,90 за 900 грамм. Алк инчепил, я не знаю, 4 лу. 4 штучки там внутри. Это батарейки Леша купил, мизинчиковые, 7,50. Дальше по 23,90 вот такие вот окорочка, они по цене точно такие же, равны по цене со стоимостью курицы. И я решила купить вот окорочка за 23,90. Килограмм 23,90, там вот в каждом лоточке определенное количество грамм, соответственно, вот разные цены. 18,90, 14, 12, 15, это все вот за эти ножки. Дальше 55 лир, 95 куруш, это вот такой вот кусок сыра. Вот сыр 55, раньше он 39 стоил. И 500 грамм вот такого курабье 11,50. Вот эти вот соленые, видите, написано махлепли тузлу. Вот это вот тузлу означает, что с солью. И в итоге в Биме мы потратили 235 лир. 235 плюс 75, в итоге 310 лир. 7,50 за хлеб.
320. 320 лир все вот эти вот покупки. Умножь на 5,8. И вода еще. 5,8. 5,85. Воды здесь нет. 5,85. 320 на 5,85. 1872. 1872 рубля. Все вот эти вот продукты. Кому понравилось, ставьте лайк, а мы будем заканчивать. Сейчас рассортировывать, готовить хот-доги и снимать для вас мукбанг. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.